Приветствую всех! Вы на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Сегодня я вам покажу, как я изготовила вот эту сумку в технике пицца из самых бросовых материалов. Возможно, кого-то смогу вдохновить на подобное творчество. Я начертила выкройку на плотной ткани для спецовок. Размер 32 на 40 вместе с припусками на швы. Припуски по 1 сантиметру. И вторая деталь будет такого же размера из джинсов. Я вырезала основные детали и начинаю мусорный экстрим. На основу набросала обрезки от предыдущих работ, даже самые мелкие, и даже обрезки ниток. Уверена, что большинство рукодельниц это просто выбрасывает, не задумываясь, а мне интересно, что может из этого получиться. Поэтому буду мусорить. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Будем творить. Ну вот, правый верхний угол заполнила более темными джинсовыми обрезками. В левый верхний угол положила сильно потертый лоскутик светлой джинсы, а сверху добавила еще немного обрезков белых ниток. И на все это положила кружочек желтой ткани. Видно, что это луна и ореол вокруг луны. Ниже выложила еще джинсовых обрезков, не задумываясь, просто положила и все. И еще ниже подходящий лоскут для оформления домика. Вырезала дверь из более темной ткани, чтобы выделялась. На кусочек желтого атласа нашила полоски белой ткани в виде рамы, а вместо крыши положила распушенный синтепон. И вот так выглядит общая картинка. На переднем плане посадила дерево, положила полоску джинсы в качестве ствола. Из полосок поменьше получились ветви. Поверх веток положила все тот же распушенный синтепон, узкие полоски. А еще мне отдали вот такую бобину, она сплющенная, с синтетическими нитками. Нитки очень тонкие. Для чего такие применяются, не знаю. Может быть, в оверлоке для обработки срезов. Шить ими я не пробовала. Они совсем не крученые, и они очень-очень блестят. Камера, скорее всего, не передаст этого блеска. Я отмотала небольшой пучок, и теперь буду нарезать вот таким образом очень коротенькие обрезки. Они очень хорошо смотрятся на этом рисунке, как искрящийся на солнце снег или при луне снег. Использую я эти нитки в качестве декора на полотне не первый раз. У меня есть новогодняя подушка с участием этих ниток в большом количестве. Обрезки ложатся и пучками, и поодиночке. Мне очень нравится. Это добавляет натуральности. Ну вот, я еще немного настригу, без особого фанатизма. После всего мне остается накрыть пиццу фатином или сеткой, можно органзой. Покрытие приглушает немного цвет, и это даже кстати. И затем все это будет простегано. Да, и вот на луну я положила кусочек органзы, чтобы приглушить немного яркость. И теперь остается сколоть фатин спицей. Хочу еще добавить, что для скрепления лоскутиков с основой и лоскутиков между собой я использовала клеевую паутинку. Я просто отрывала небольшие кусочки и подкладывала кое-где в слои обрезков и под лоскутики.
Затем накрыла фатином и влажной тканью для проутюжки. Припарила утюгом, причем утюгом я не водила, оставила поочередно на отдельные участки. И так шаг за шагом прошлась по всему полотну, не спеша переставлять утюг на следующий участок. Поставила платформу утюга, посчитала до 10, переставила и так по всему полотну. Затем дала остыть, сняла ткань, при этом полотно у нас уплотнится, сделается тоньше и с ним удобнее работать. Скалываем почаще портновскими булавочками и под машинку на стежку. И вот так выглядит пицца после стежки. И вот такая она с нижней стороны. Угадываются контуры домиков и дерева. Вокруг луны простегала по спирали. То есть я простегала по контуру. Мне хотелось сохранить пухлявость вот эту. Девочки, когда делаешь пиццу, раскладывая лоскутики хаотично, без определенного плана, может получиться самое неожиданное. Вот этот домик на заднем плане появился сам по себе. После того, как я оформила нижний домик, я увидела очертания еще одного домика. Я немного добавила синтепона, таким образом оформила крышу. И так появились соседи. И вот теперь я перед выбором – сделать из картинки панно или сшить сумку. Остановилась на сумке. Заднюю часть из джинсовой ткани я простегала вместе с подкладкой. Получилось плотненько. Пришила внутренний карман с 2 отсеками. И вот теперь на нижнюю деталь я положу лицом к лицу верхнюю деталь и прошью по периметру. Показываю готовую сумку. Пришила джинсовые ручки, длина ручек 50 сантиметров. Я их сделала вшивными. Размер готовой сумки по высоте 34 сантиметра и по ширине 28 сантиметров. Уголки у сумки я не стала оформлять, потому что так спряталась бы часть картинки. Но сумка от этого не проиграла. Она удобная, больших покупок, конечно, в нее не положить, но стандартная папка, кошелек, косметичка свободно в ней уместятся. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи.